Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi Junior Dota 2. С вами, как всегда, Яна. И прямо сейчас со мной на связи находится весь наш молодежный состав. Поэтому самое время познакомиться с нашими ребятами немножечко поближе. Но перед этим обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Приветик, парни! Всем привет. Привет. Я наконец-то рада вас приветствовать официально уже на нашем канале и в рядах рожденных побеждать. Как вообще ваше настроение перед интервью? Отлично, супер. Лично всегда. Это не может не радовать. Расскажите, откуда вы и сколько вам лет? Тарас, давай, наверное, начнем с тебя, скажем так, по старшинству. Мне 17 лет, я из города Бобринец. Я с города Риги, мне 16 лет. Я из Трия, мне 16 років. Я Бодикнейм. Я Табер, Бодикнейм ДС, я с Алматы. Мне 16 лет. Меня зовут Стас, у меня ник Ридус, я из города Одесса. Стас, а где ты сейчас находишься? Сейчас я нахожусь в Португалии, тут небольшой город, думаю, название не имеет значения. Я прекрасно понимаю, почему ты переехал в Португалию, это был вынужденный переезд, правильно? Да. А где вы вообще находились 24 февраля, когда в Украине началась война? Получается, я был дома, думаю, как и все. Проснулся утром, ты заходишь просто в соцсети, так, ничего не предвещает беды, а потом видишь все эти сообщения. Конечно, первые дни было реально очень страшно. Я же еще в Украине был, получается, первые 2 недели, и только потом я решил уехать с мамой. Вот как получилось, да. Тарас, Юра. Я оставался в Украине все равно, типа. Просто... Я просто проснулся, также узнал новости, и остался в своем городе. Я надеюсь, что в скором времени эта война закончится. Надеюсь и верю в нашу победу, и мы сможем собраться все вместе с вами на буткемпе. Хорошо, как вообще вы познакомились с игровой индустрией? Кто вам в этом помог? Сколько вам тогда было лет? Давайте я начну. Давайте Давай. по позициям, ребят, почему? Звучит как Давайте. план. Я не знаю, когда мне мама ноутбук купила, это мне было лет 8. Тогда я уже, начал просто играть во всякие игры. Там ВКонтакте. С Дотой я познакомился лет 12 вроде, или в 13. Где-то так, не помню точно. И, меня привел в эту игру друг, так сказать. Я играл с ним в пати на ноутбуке, у меня было 8 FPS в доте. Вот, я так играл 1,5 года. Потом мне мама купила компьютер, и, я уже начал активно играть в доту. Мне понравилась эта игра. Мама купила тебе компьютер для того, чтобы ты там учился, для школы, или для того, чтобы ты развивался в доте? Не знаю, просто я попросил, уже просил довольно долгое время, и вот мама купила, решилась. Я познакомился с Дотой в 7-8 лет. Меня познакомил ее брат. Я играл тогда в LoL. Я так поиграл пару игр в Доту. Мне не понравилось. Дальше играл LoL. И потом где-то с 12 лет только начал ее играть, не серьезно, а больше. Познакомился с Дотой в 1 классе, потом забросил, и где-то в классе 7-8 начал активно играть. Как-то с турниров за $2 накопил себе на компьютер и уже спокойно попал в лидерборд. Меня тоже познакомил брат с Дотой, как и Ричарда. Мне было где-то 5 лет, я просто наблюдал за ним. Потом, в свободное время, когда он не занимал компьютер, когда компьютер был свободный, я играл с ботами на Братруме, бегал просто, вот. Но так и не затянула меня Дота, я стал профессиональным КСером, какое-то время играл КС. Где-то в классе 8 уже начал трехардить, и по сей день трехарджу, вот. А как вы с братом договаривались, кто сейчас будет играть за ПК? Мы не договаривались, просто когда он уходил, я садился. Я там на Братруме бегал 30-0 против пассивных ботов, приходил и хвастался им. Звучит здорово. Так, у меня история такая, на самом деле, довольно похожая, как у Тамера, да. Но изначально я вообще в компьютерные игры начал играть, в браузерные я играл, просто со своими друзьями из реальной жизни. А потом как-то пришел КС в популярность, и мы все перешли в КС, начали играть. И потом меня как-то мой друг из КСки позвал в доту сыграть. Я помню свою первую игру, это дореборновое время. Я, пикнул Найкса и покупал все шмотки себе на силу и думал, что сила — это урон. Но меня, лесные крипы убивали, и я понял, что дота не моя, вернулся в КС. Но потом, волей случая, да, я заново вернулся в доту и начал играть тоже only party с друзьями. И как-то время прошло, и 2 года назад у меня начало хорошо получаться, там я рейтинг начал апать, я подумал, почему бы мне не попробовать на про уровне, всегда мечтал, и сложилось, получается.
А как вы думаете, чем именно вас зацепила Дота? Вот командная составляющая, что вы там в пати с друзьями из реальной жизни, или вот какая-то соревновательная составляющая, что вы можете соревноваться, участвовать в турнирах, стать киберспортсменами в дальнейшем? Ну, лично для меня, я думаю, ну... Мне как-то больше нравилось просто, что в ней думать больше надо. И, наверное, изначально это привлекло меня. Потому что в CS там, ну, откровенно, не нужно много времени, чтобы вникать в игру, а в Доте тебе, ну, игр 1000 надо сыграть вообще, чтобы вдуплить, что происходит на карте. Сейчас все хейтеры сбежались в комментариях и такой, что ты сказал, что в КСе думать не надо? Хорошо, хорошо, подожди. Ну, по факту, Ридж. У меня история другая. Допустим, ты сказал, Ян, про соревновательную и командную игру, но в CS то же самое, и вообще во всех, ну, во многих играх такая же ситуация. Просто я живу в Казахстане, и с пингом в 100 я особо хотел сыграть в CS, плюс у меня был достаточно слабый компьютер, вот. А Доту вообще идеально не тянуло, и пинг мне вообще никак не мешал. И по сей день не мешает. Вот, я как-то... Да и в целом Дота понравилось. Начал Доту играть. А если бы у тебя пинг был меньше, как думаешь, Ну, ты я бы продолжал играть в КС-ку? Ну, я бы уже мажор взял в CS. А, ну да, действительно, что я такое спрашиваю? Очевидно, что многие из нас узнают о компетитиве, о турнирах, да и о доте в целом, благодаря именно инту, с его сумасшедшим продакшеном и невероятными призовыми. Какой инт вы посмотрели первым, и в какой момент вы осознали, что вы тоже хотите быть киберспортсменами, вот точно так же, как и ребята, выходить на сцену? У меня, я думаю, вот... Я отчетливо помню, как я смотрел 7-й инт. Я звал своего друга, короче, домой, и мы там на телеке смотрели. Прям вот незабываемые у меня ощущения. Там Miracle выходил, Liquid Newbie финал. У меня вообще, я всегда мечтал быть как киберспортсменом, но это как, думаю, все и мечтали быть футболистом. Вот что-то на уровне, да? Мгм. Волей случая, да, опять же, так произошло, как произошло, и вот я где есть нахожусь, На своем месте. да. У меня, допустим, я вот не особо следил за компетитив дотой, даже когда у меня было там 4000 ММР. Я сидел, играл, как-то меня друзья позвали на лан, мне очень понравилась атмосфера, ну, вот в соревнованиях и так далее, и мне захотелось чего-то большего, там уже начал следить за компетитив и в целом начал тянуть в компетитив доту. У меня похожая история, как у Стаса. Я 2017 инт смотрел, как на Miracle выходил, и от этого получил очень много мотивации. Мгм. У меня первый ин, который я смотрел, это был 8-й, в 2018 году, да, он был. Мне он очень понравился, там незабываемые эмоции, так сказать. Ну, а насчет как ты хотел стать киберспортсменом, типа, ну, я просто играл в доту и апал ранг, и как-то уже само пришло то, что я профессиональный игрок. Как я уже говорил в своем первом интервью, я начал первый свой инт посмотрел в 6 лет. Потом это диапазон, который я не играл до 7 класса, я не смотрел International, потому что я в доту не играл. Потом, когда я начал играть уже активно, я пересмотрел каждый International вот с 2011 по 2017 по 5 раз. И мне невероятно зашло. Да, друзья, на нашем канале уже вышло интервью с Юрой. Мы встретились в оффлайне во Львове и записали с ним и интервью, еще одну интересную рубрику, которая, скорее всего, либо уже вышла, либо выйдет обязательно на нашем канале, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И после этого видео обязательно пересмотрите интервью с Юрой. Ребят, как родители относились к вашему увлечению и к тому, что вы так много времени проводите за ПК? Ну, как у всех, плохо. Ругали? Типа, да, не ругали, я все так же играл. Мне мама особо не мешала, но она была, недовольна, то, что я сижу за компом целый день. Как у всех, на самом деле. Но там, чтобы прям забирали кабель от интернета, типа, или еще что-то такого не было. У меня, допустим, повезло в этом плане. У меня родители меня изначально поддерживали. Но у меня даже когда 3000 ММР было, я говорил, что вот, я могу там на этом зарабатывать. Вот. Ну и в целом мой отец всегда меня поддерживал в этом плане. И мама тоже. Я думаю, у меня не особо похожая ситуация вот с Тарасом. Ну, это здорово, поддержка родителей очень важна. У меня вообще наоборот, чем у Тамера, потому что, это еще во времена КС началось. У меня родительский контроль на ноут поставили, короче, я 2 часа в день мог играть. Но я как-то хакнул его, узнал пароль, короче, а потом у меня начали провод от компа забирать. Это был вообще ужас, да. Его начали прятать, а я его начал находить, короче. И в итоге родители тупо сдались. А сколько тебе лет было? Это был класс 5, до 7 класса, наверное, это было, до 6, вот. А потом родители тупо сдались, и я кайфовал, получается. То есть, в основном была просьба, чтобы я нормально учился,
Но к классу 8 я как бы и на нее так подзабил нормально, и просто играл. У меня тоже кабеля не забирали, но мама негативно, типа, относилась к этому, очевидно, потому что оценки не спадали, но мне почти никак не мешали. Все свое свободное время я играл в компьютер. Мам, у меня низкие оценки, но они мне никак не мешают. Спасибо. Нет, ну дай поиграть. они не были низкие, они просто могли быть лучше, очевидно. Мгм, мгм. Ну, я вот так послушал ребят, я на самом деле могу понять, почему родители не запрещали, поддерживали, потому что я всю жизнь свою отличник в школе, и при этом спортом много занимался и занимаюсь по сей день, да. Поэтому, наверное, из-за этого не особо возникало вопросов. Мне сперва негативно было, то, что это плохо, надо больше учиться, но не отбирали ничего, кабель, ни компьютер, а потом уже начали поддерживать, и до сих пор поддерживают. Хорошо, давайте тогда с вами обсудим, как вы стали частью нашей организации. Стас, давай, наверное, начнем с тебя, потому что ты, по сути, стал первым игроком нашей команды. Как тебе прилетел инвайт и какие вообще у тебя были эмоции в тот момент? На самом деле история довольно долгая. Мгм. Изначально мы с Таймером играли в одной команде. Вот, у нас что-то получалось, не получалось. Потом вот мне написали, предложили поговорить. Вот мы поговорили, сказали, как есть, типа, то, что это хорошая организация, там все дела. Я сразу предупредил свою команду, и типа и Таймера сказал. Вот, спрашивали потом про игроков, да. Мгм. Я сразу зарекомендовал тоже вот Дейза и Тараса, потому что с Тарасом я играл еще до этого, украинские турниры региональные. Вот. А получается, остальных коров, вот мы добирали по лидерборду, и так, как у нас вот во многих командах делается, просто по поведению в ММе. Вот, Мгм. по слухам, и... Ну, это обычная практика, короче. Кстати, на нашем канале уже вышло большое интервью с Артстайлом. Это не просто легенда доты, но еще и тренер нашего молодежного состава, где он рассказывает в целом об этом проекте и о своих первых впечатлениях наших игроках. И он сказал такую интересную штуку, я не знаю, обратили на это внимание зрители или нет, но я тогда была очень приятно удивлена. Он сказал, что ты, вот, Стас, сказал, что если вы меня не возьмете, то Дейза вы должны точно взять. И это очень крутой триггер, потому что это говорит о том, что в команде будет хорошая, здоровая атмосфера, и, скорее всего, будет крутая синергия. Это очень-очень круто. Да, у нас с Таймером вообще долгая история. Самая первая вообще вот команда, стак, да, когда у меня был 2000 ранг, да, 7000 ММР. Мгм. Она с Таймером была, короче. То есть Таймер — это мой самый первый тиммейт вообще в истории. Вот, и значит, вот первую игру, когда я с ним играл, на турнире за $1 на Ипульзе. Получается, я сразу понял, капец, это чувак хайскилл, вот так вот у меня было. Я еще играл почему-то на оффлейне, а не на пятерке. У нас не по 7 тысяч было, у нас там 6... Ну, 6500 там было, с да. половой, да. Ну, там все быстро апались, короче. Но Таймер — это мой самый давний, наверное, знакомый вообще в доте. Какие у тебя были эмоции в момент, когда тебе написали и предложили попасть в команду Na'Vi Junior? Да, ну, можно сказать, фурор, наверное, да. Эйфория небольшая. Конечно, был очень рад, потому что джуниор составы в КС они давно были, да. И я всегда завидовал и думал, типа, почему в доте так нельзя сделать? Я же типа, гений. Я же Какой-то вот, я такой же у меня был. есть. Да, вот же я, вот же типа Таймер. И еще много игроков на самом деле есть, да. Но почему-то не было. И вот случилось как-то на самом деле, когда вообще этого не ожидал. У меня как-то уже и надежд не было. И, ну, я обрадовался очень, честно сказать. Дейз, как тебе прилетел этот инвайт? Тебе написал Стас, либо тебе написали уже из организации Na'Vi? Ну, изначально мы сидели, играли Каламвар. Но потом уже Стас мне сказал, так-то, так-то, тебя тоже рассматривают, и я так вот примерно об этом и узнал. По сути, вы принимали участие в отборе всех остальных игроков. Насколько вам вообще понравился этот опыт, и насколько он был для вас новым? Было ли у вас что-то ранее подобное? Очень тяжело вот так вот. На самом деле, работа менеджера не так просто. Я думал, что в этом нет никакой проблемы, просто сидишь, игроков выбираешь, но это вообще не так. Там столько разных много сайтов, по ним отбирать игроков, рассматривать их вообще нелегко. Как раз таки вот Юру, ПМА и Ричарда Ричмана, да, нашли вот таким образом. А Тарас уже зарекомендовал себя до этого. Тарас, расскажи о том, какие у тебя были первые впечатления, когда тебе прилетел инвайт в команду Na'Vi Junior. Кому ты первому сказал об этом?
Мне также написал Стас, но какие впечатления были, ну не знаю. Я тогда еще и в команде играл, и у меня был выбор, типа, оставаться там или идти в Нави Junior. Ну я там Мгм. думал, там неделю где-то думал, и все-таки решил в Нави пойти. Хорошо, и последним к нам в команду попал Ричард. Я сидел тогда, отдыхал вроде с родителями, но мы там у кого-то день рождения вроде праздновали, я не помню. Потом мы поговорили с Артстайлом вместе. Потом сказали, что через неделю ответ, и потом через 2 дня сказали, ну вот, что я в Нави Junior. А как уже отреагировали друзья, знакомые, которые узнали о том, что вы теперь часть Нави Junior из анонса? Ну, я вообще люблю такие инсайдики сливать своим друзьям, которые в доте вообще не понимают. Ты Я просто вот- сделал ТГ-канал такой: парни, вы еще не знаете, но я в Нави Junior, вот Не, я. ну, вот там, да, я вот люблю такое своим друзьям говорить. Ну, рады они, конечно, были, думаю. Ну и все, что. Поздравляли меня. У меня много друзей вообще разбираются во всей этой сфере и всегда меня поддерживали. Я думаю, они были рады. Ну как, они меня хвалили, говорили, что я молодец. Это не может не радовать. Вот, но я и так знал, что они поддерживают меня. Мне тоже парочка друзей написали, типа, просто поздравили, что я в Нави. Хотя они даже, в Доту и в КС не играют, просто видели вот где-то на новостях, что вот такой состав выпустили просто, и увидели мою фамилию и имя, и поздравили, и все. Такой: друг, я не разбираю, что такое Да. Дота, КС, Нави, все это, но Ну, ты тащи. там есть, и это хорошо, Ты да? хороший еще красавчик. Это здорово, это хорошо. Ну, меня тоже друзья просто поздравили. Чё такого? Типа, там после анонса еще в Инстаграме поздравляли, но это такое уже. Каково оно быть частью Нави Junior? Почувствовали вы какие-то изменения за эти пару месяцев, хотя наверняка еще рано об этом говорить, но, может быть, уже какие-то изменения есть там в вашей жизни, какие-то, может быть, ментальные, больше мотивации появилось? Да, вот насчет мотивации, это правда. Ты понимаешь, что вот у тебя есть команда, что вот там ты ответственный, и все больше и больше хочется играть, улучшаться. И насчет организации, я уже успел поиграть в некоторых организациях. Я считаю Нави одной из самых лучших, в том плане, что ну, вот, вообще в целом став и отношение к игрокам. Это радует, спасибо большое. Очевидно, вы знали Арстайла еще до инвайта в Нави Junior, потому что это легенда Доты, но каково с ним работать в одной команде? Непривычно, Ну- странные ощущения, хз. Вроде и обычно, Давай, вроде красавчик. бы, прикольно как-то. Ваня Это- лучший тренер. Это вообще ваш первый опыт работы с тренером или до Нави был уже? Я Был, думаю, но опыт- минимальный. Опыт Минимальный. был, но тут прям, не знаю даже как сказать. Ну, Арстайл хороший тренер, на самом деле. Много Мгм. чего может рассказать, так сказать. Ну, я помню, мы когда во Львове встречались вместе с Юрой, Юра рассказывал очень много разных историй про Ваню и о том, что он показывал вам свои игры, рассказывал, какие ошибки были сделаны, что было так, что было не так. Да. Как я поняла, вы прям очень Вот там близки с ним. там было не Сарю научить, а там именно был другой челлендж Сарю. 2015-го, да. Как Челлендж Ванек 2015. как Ванек на чейне приходил, брал крипа на 30-й секунде и пошел просто. И удалял просто всех из игры. Лучшие Да. команды мира. Мгм. Стас, ты у нас ингейм-лидер. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще в этой роли, насколько тебе комфортно в этой роли, и кто у нас в команде отвечает в большей степени за драфты? Вы коллегиально как-то или все-таки больше ты с Ваней берешь на себя инициативу? Ну, я на самом деле не ингейм лидер, я вот как раз больше драфтер. Я думаю, у нас ингейм лидер больше Тарас. Он очень много колет в игре, а я вот больше по драфтам работаю. На самом деле, ну, драфты в доте не так сложны. То есть за месяц ты можешь на самом деле даже хорошо научиться драфтить. То есть тебе просто надо следить за метой, да. Конечно, бывают проблемки, да. На самом деле, это первый раз, когда я драфчу, вроде, вообще за, так сказать, свою карьеру в доте. По чуть-чуть, понемножку, вроде, получается. Тарас, тут появилась информация, что ты у нас ингейм-лидер. Расскажи, пожалуйста, насколько тебе комфортно вообще в этой роли, и был ли у тебя опыт до Нави Junior в плане вот колерства? Да, я не знаю, я просто, когда я в игре нахожусь, у меня много идей, и я их просто говорю, типа, своей команде. Ну, можно и так сказать, да, гейм-лидер. Ну, не знаю. Просто много идей, я их говорю, типа, всегда. Хорошо, я знаю, что за это время вы довольно-таки много накатали КВшек, и результаты очень-очень неплохие. Расскажите, пожалуйста, как вы сейчас тренируетесь, сколько вообще времени вы уделяете на доту каждый день, командно? Ну, получается, мы играли где-то 1,5 месяца КВ.
были квалификации на Инт, и многие вот хорошие команды, они искали КВ с не самыми лучшими, там, я так понимаю, чтобы страты не пали, да, как говорят, но, короче, у нас с тир-1 командами был шанс ПКВшиться, с Нигмой у нас очень много было игр 8, да, все Мгм. были достаточно близкие, там, мы не все побеждали, конечно, но как получилось, Ну, да. хороший опыт. То есть, Мягко говоря, винрейт отрицательный. винрейт у нас, да, не самый Ну, лучший. нашей команде, ну, 1,5 месяца всего, поэтому мы играем довольно-таки плохо. Типа, много ошибок, типа, замечается от каждого индивидуально. Но я думаю, со временем такого не будет. Главное, что ошибки видны и есть над чем работать. Вы, кстати, как раз сказали про квалы на Инт. Очевидно, вы следили за оригинальными квалами, и хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Что скажете? Кто смог удивить? Европа вообще меня не удивила. Вот я, Мгм. честно говоря, как думал, вот по местам, я так и думал, что все и будет. Ну, вот ИТБ это удивительная команда, что она так далеко зашла, но вот топ-3, получается, которые на Ин прошли, типа супер очевидно было. А в нашем регионе тоже все очевидно было, кто три места этих займет. Просто вот порядок был не до конца понятен. Но Удивили я думаю, Бэтбум, всё на самом очевидно. деле. Да, То, вот что только они Bad Boom 3-0 удивили. в гранд-финале выиграли Outsiders. Ну, а так, в каждом по-разному, но везде, типа, результат, ну, очевиден, на самом деле. Да, мне тоже так кажется. Ну, не соглашусь, на самом деле Юго-Восточная Азия удивила очень. А, хорошо. Я вот наблюдал фанат. Мгм. Ну и также удивил? Южная Америка. Южная Америка удивила. Вот молодцы, ребят. Там, кто прошел. Кто тебя удивил в Азии? Кто тебя в Азии удивил? Расскажи. Полярис вообще молодцы. Я вот фанат команды Полярис. Почти прошли с первого места. Чуть-чуть не дожали, но ничего страшного. Я думаю, они спокойно выходят с Wildcard. Хорошо. Какие у вас предикты на Last Chance? Кто заберет Мне такие кажется, слоты? full рандом. Я думаю, Америка сразу, там, Wildcard Gaming и Nuance. У них шансов, я думаю, немного, но... Ну, а так, БХЗ, на самом деле. Там непонятно, где то. Тяжело предсказать, потому что Wildcard через месяц почти, да, а за месяц очень много может измениться, как бы там и внутри команды, и просто как играет команда, то есть тяжело предсказать. Ну, очевидные, вот на бумаге, как кажется, победители есть Wildcard, да, но, не знаю, тяжело сказать так. Все будет зависеть от самих команд, как они подготовятся. Типа, Мгм. Да. От их Ну, там, формы. на самом деле, каждая может каждую выиграть. Да, как и говорят, вот тир-1 команды, каждая может каждую выиграть. А как думаете, каким будет призовой фонд Инта в этом году? Но, Больше кстати, он 25. будет очень маленький. Он будет Да, он очень будет маленький. маленький. Без понятия. В районе 15 миллионов. Максимум 20. Да. Вот не больше 20, мне кажется. Но я думаю, игроки с хорошим майндсетом едут на International не за призовыми, да, в частности, а вот за все-таки титулом и хорошо себя показать, в общем. За хорошим местом, так сказать. За Егисом. Да. Да, за Эгисом, чтобы поднять. К сожалению, мы не попадаем и не попали на квалы на Инт, но хотелось бы узнать, какие у нас ближайшие турниры вообще у команды. Ну, с этим не совсем понятно, как бы. У нас точно мы играем Div 2 квалу, и точно мы можем играть и Div 1 с Нави основным составом. А по турнирам может все меняться, потому что вот вроде как мы должны были недавно играть какое-то, но его что ли отменили. Тяжело предсказать, потому что сейчас турниров по факту, в которые вот мы можем играть, не так много. И они еще и отменяются. Ну, главная цель это пройти второй дивизион. Типа, во второй дивизион. Главная цель пока что нашего состава. А там уже... по поводу других турниров я вот не знаю. на самом деле. Дальше больше. Чем вы занимаетесь вообще в свободное время, когда вы не тренируетесь, не играете в доту? Ну, как у людей, чё. Я смотрю сериалы и играю в игры. Я особо не любитель погулять на улице, да, хоть и в Европе живу. Так, чисто пару раз в неделю, 2. Свободного времени, на самом деле, в последнее время не так много. Да, и еще и Типа, с этим проблема. ты играешь в доту и смотришь аниме. Или там сериал какой-то. Ну вот лично у меня, я же хожу в школу, получается. Я нахожусь 8 часов в школе, потом я прихожу, вот буквально там минут 30 отдыхаю, мы начинаем играть кланвары, и после кланваров я играю доту и ложусь спать. Свободного времени не особо много, но вот бывает свободное время в школе, я люблю торговать криптовалютами. Вот мое увлечение. Ты же говорил, что еще спортом занимаешься. Нет, спортом это понятное дело.
Это вот даже не в свободное время, а вот определенное время какое-то присутствует. А это что, тренажерный зал или какой-то вид спорта? Что это? Ну, в целом, поддержка своего физического состояния, это вот просто вот отжиматься, подтягивание там, да, и самое важное — приседания. Вот. Спортсмен, так сказать. А Ну, сколько раз может, подтягиваешься? Просто для себя. Ну, потянуться, ну, до 10 раз могу. Ну, практически как я. 15 могу потянуться. Да ладно, я могу 8 раз обратным хватом, поэтому все нормально. Мы никому об этом не скажем. Хорошо, а во что играете помимо доты? Или вообще нет желания запускать другие игры? Только дот. Только доту, я помню, Юр. Ну, Стасян у нас Стасян, ну, вот я- любитель я поиграть в любитель. всякие игры. Я в Не будем любой говорить, трешак какие. играю. Я в любой трешак играю, и не только трешак. Ну, вот я в Ведьмака в последнее время начал играть. Ну, Ведьмак Да. это не трешак, ну подожди. Ну, не, ну, я же не говорю, не только трешак. То есть, ну, Ведьмак меня как-то обошел. Вот, я играл и в первого, и второго, кстати, а вот третьего вот никак не запускал, короче. Ну вот, играю, что нравится мне. А мультиплеерные? Бравл Старс, Супер People. Кстати, Brawl Stars. По Brawl Stars, на самом деле, вот в школе, когда, да, время еще свободное есть, ну, помимо криптовалют, да, я люблю Brawl Stars поиграть. Вот, фанат Нави ММА. Как я представляю себе криптотрейдеров? Я учусь в школе, играю в Бравл Старс, а в свободное время я продаю крипту. Вот так вот. Да нет, ну, в моем случае не криптотрейдер, а криптокинг. Ну так, просто. Крипто Кинг. Я знаю, что Крипто Кинг в свое время снимался в ТикТок Хаусе. Расскажи, как это все происходило, кто с тобой связался, что вы снимали по итогу. Ну, я играл в организации Runiters. У нас был медиа-день вместе с TikTok Хаусом Yolo House, если не ошибаюсь. Познакомился с ребятами, все нереально крутые. Честно говоря, не думал, что тиктокеры вообще, ну, обычные, как обычные люди. Понравилось очень, хороший опыт в плане работы на камеру. Вот. Всякие тиктоки поснимали, ну и я уехал. И вот Вот. тут наш монтажер ставит какие-то самые яркие, красивые тиктоки. Нет. Почему? Да, почему 100% надо, 100% надо. Нет. Да Йола 100%. Хаус, да, ты говоришь? Я как заплачу. раз? Хорошо, ребят, ну, кто еще чем занимается в свободное время? Фильмы, YouTube, ТикТоки, Twitch, какие-то увлечения помимо доты и киберспорта? Ну, я хожу просто в спортзал, не знаю, выхожу на улицу, вот увлечение. Ходишь на улицу с какой-то целью? Вы погулять с друзьями, увидеться или Нет. просто сам прогуляться? Просто прогуляться сам. Мгм, мгм. А как часто стримите вообще? Чьи стримы смотрите? На кого подписаны на YouTube, на Твиче? Ну, я такой, я любитель западного твича. Ну, я там люблю Мисс Кифа посмотреть. Ну, кто знает, тот знает, как бы. То есть, мой любимый. Про политику люблю что-то послушать иногда. Ну, там, короче, спектр есть, вот как бы. Амаран стримы посмотреть не любишь? МРНС любимая моя стримерша. Я частенько смотрю доты, но иногда бывает надоедает. Или моих там любимых дотеров нет, ну, то есть не стримят. Я очень люблю фриков. Это вот компания Авилона. Вот очень крутые ребята. Ну, Я в такие основном хорошие, на- это фрики здоровых людей, скажем так. Да, ну очень позитивные, веселые, очень интересно смотреть. Я в основном стримы смотрю там всяких, ну не знаю даже, Тимада, там No One. И про игроков обычно смотрю на Твиче. По Ну, доте. больше киберспортивный контент. Я тоже больше про игроков смотрю на Твиче. Я тоже про игроков, но иногда могу зайти на стримфлайер, где он смотрит тиктоки и поугарать с ним вместе. А так только доты, по сути. Кстати, как вам новость, что он стал тренером? Шокировано. Ну, у нас был инсайд, на самом деле. Мгм. Но мы это знали уже Мы это знали первыми. недели правильно? 2 или неделю. Почему я не знал? Ребята, ну, в конце уже интервью, по традиции, можете сказать пару слов всем фанатам, болельщикам и всем тем, кто прямо сейчас смотрит это интервью. Всем фанатам большое спасибо. Ждите наших матчей, будем делать все возможное. И продолжайте болеть, несмотря ни на что. Вот на такой вот позитивной ноте мы заканчиваем наше интервью. Ребята, вам огромное спасибо за то, что вы выделили время и ответили на мои вопросы. Я знаю, что для многих из вас это было первое интервью, и это всегда немножечко волнительно, и вы немного переживали, но вы справились очень-очень хорошо. Я думаю, что наши зрители обязательно напишут в комментариях, и также напишут еще пару слов приятных поддержки нашим ребятам перед первыми официалками. Ну, а с вами был канал Нави Junior Dota 2. До скорых встреч. Пока-пока.